Добрый вечер. Всем привет из солнечной Норвегии. Сегодня мы поговорим о семи самых важных значениях восьмерок младших арканов Таро. Восьмерки в Таро — это карты выверенного действия, зрелой динамики и внутренней дисциплины. Они указывают на момент, когда стихия масти уже освоена достаточно, чтобы с ней можно было взаимодействовать точно, дозированно и в какой-то мере осознанно. Если семерки представляли вызов и какое-то внутреннее напряжение человека, то восьмерки — это обычно зрелое включение в процесс, без перегруза, без спешки, но и без промедления. Здесь особенно важно почувствовать ритм, уловить момент и распознать, что нужно делать прямо сейчас, а что отпустить. Ключевым становится умение быть в такт своей стихии, быть актуальным, но не конъюнктурщиком, принимать эмоции, но не тонуть в них, мыслить, но не зацикливаться на идеях и работать, но не так, чтобы выгорать. Как именно проявляется это своевременное включение в контекст каждой масти и что она может сказать о герое нашего расклада? Ну, давайте разбираться, и все станет на свои места. В принципе, это несложно. И коротко для тех, кто первый раз на этом канале, представлюсь, меня зовут Пан Роман, я интересуюсь картами Таро уже 25 лет, четверть века, и 14 лет практикую как консультирующий таролог. Последние 5 лет профессионально преподаю Таро в своей школе. Добро пожаловать на канал. В общем и целом, этот эфир — часть большого плейлиста «7 значений Таро», и если вам эта тема интересна и вы хотите продолжение, ставьте лайк, дайте мне знать в комментариях, продолжать ли мне эту тему или она, возможно, для вас не так актуальна. Давайте начинать. Ну что, начнем мы традиционно с восьмерочки пентаклей, да, та самая стихия, что у нас стоит первой в ряду четырех стихий. Не то, чтобы это имеет какое-то особенное значение, как в астрологии. Второго считается, что все масти равны, все стихии в принципе, ну и в астрологии тоже равны, но астрологи любят начинать, как правило, с огня. Мы же с вами начнем с пентаклей, просто потому что так у нас с вами исторически, скажем так, сложилось. Восьмерка пентаклей. Что у нас присутствует на самой карте, что у нас является сюжетом карты? Человек сидит на, скажем так, своем рабочем месте, да, это чеканщик, и он чеканит монеты. То есть он в прямом смысле слова делает деньги. Тут интересный момент как раз в том, что он чеканит. Он не просто вырезает эти монеты, да, либо там как-то их штампует одним ударом. Он именно чеканит. Да. Это имеет на самом деле значение, потому как я работал в свое время, было дело, довелось мне работать ювелиром, и процесс чеканки мне знаком не понаслышке, а физически я его через себя пропустил. И там, вы знаете, самое главное — это поймать ритм. Самое главное не сильно ударить, и не то чтобы слабо, а вот с нужной силой, легким молоточком и с нужной скоростью. Самое главное в нужном ритме. Потому что суть чеканки не в том, что ты сильно ударил, а в том, что ты вовремя переместил чекан с одной точки на другую. То есть ударил, переместил, ударил, переместил, ударил, переместил. То есть этот процесс со временем, он как бы становится таким ритмичным, и ты не замечаешь, как твои руки сами делают работу, если ты правильно находишь рабочий ритм. А так как у нас восьмерки достаточно часто относятся к восьмому астрологическому дому, они все немного намекают на вот это самое умеренное чувство ритма. Не слишком быстро, не слишком медленно, не очень сильно, но и не слабо. Да? То есть что-то такое среднее, умеренное, в нужном темпе, с нужной скоростью. Тем более, что восьмерки жезлов напрямую намекают о необходимости соразмерить скорость своих действий. Ну, у нас с вами пентакли, и они имеют свою особенность. 7 значений, которые, как правило, в раскладах выходят на передний план, звучат примерно так. Во-первых, одно из самых таких, самых известных — это не столько работа, сколько рабочий ритм. То есть периодичность вашей работы. Этот рабочий ритм позволяет, скажем так, поймать нужную скорость зарабатывания денег, если речь идет о зарабатывании денег, и необходимость не перерабатывать, зарабатывать столько, сколько нужно.
не подпадать под зависимость, вот нужно больше денег, нужно еще больше работать, да. Есть одно из негативных значений этой карты, как переработка и трудоголизм. Невозможность отказаться от работы просто потому, что ты как бы завяз в ее ритме. И это дает нам несколько основных, самых главных значений. Да? То есть человек должен вовремя вставать со своего рабочего места и ходить, прогуливаться, отдыхать, выходить на выходные, да, либо в рабочий отпуск. То есть, в принципе, карта у нас говорит о необходимости выстраивания рабочего ритма. Чаще всего тут, конечно, речь идет о работе, либо основном вашем действии, которое нужно производить с определенной периодичностью. То есть работать там с 8 до 5 с перерывом, раз в час вставать, как я уже сказал, да, в субботу и воскресенье не перерабатывать, а дома заниматься чем-то другим. Иначе ты потеряешь удовольствие от самой работы, ты выпадешь из процесса, да, если слишком в нем завязнешь. Вовлеченность в процесс, неважно, что это, зарабатывание денег, либо какой-то физический процесс, знаете, как семечки щелкать, да, вот можно завязнуть в этом процессе, быть вовлеченным, поймать этот самый ритм, и ты не замечаешь, как там съедаешь целый пакет этих семечек, или, я не знаю, что там, креветок, или фисташек, да, то есть вот тот самый знакомый процесс, как бы одну за одной, как вот в ритм вошел, раз, 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 раз. Неважно, что это работа, либо какое-то занятие, либо вы там листаете страницы, либо вы слушаете музыку, либо делаете свое дело. Очень важный момент по этой карте — это удовольствие от процесса. То есть человек не замечает ничего другого, кроме того кайфа, который он получает от этого процесса. И одно из главных значений этой карты — это умение найти свое занятие, свою работу. Можно сказать, какой-то, скажем так, свою цель в жизни, которая проявляется в создании какого-то продукта. Допустим, я чувствую свою цель в жизни, и мне в определенном смысле нравится записывать видео по картам Таро, либо проводить курсы обучения. Да? И я делаю это как мне кажется, правильной периодичностью, да, то есть раз в 4 месяца у нас запускаются трехмесячные курсы Таро, которые называются «Грамматика Таро», и как раз вот м, а, м, на следующей неделе, либо через 2 недели, да, у нас с вами стартует очередной курс грамматики Таро. Если кому-то интересно, ссылочка есть в описании к этому видео, можете сходить, ознакомиться. С достаточно постоянной периодичностью этот курс выходит, что мне нравится, да. Я вхожу в какой-то процесс там по вторникам и четвергам, по вечерам у нас лекции. Я вот вхожу в этот процесс каждый вторник и каждый в четверг я запускаю там лекцию, да, начинаю работу. Это уже хорошо знакомая, любимая мной работа. Я как бы с удовольствием ее делаю. Ровно так же, как я стараюсь периодически запускать эфиры на YouTube. Каждую пятницу у нас эфир с вами. Ну и по средам мы записываем такие вот рабочие, как сегодня, эфиры. Да? Вот когда вы чувствуете, что вам хочется опять входить в этот рабочий ритм, значит, вполне вероятно, что это ваше занятие. Вы нашли свою работу, которая, кроме того, что приносит вам удовольствие, еще и приносит вам деньги. То есть не столько важен результат, сколько важен процесс. Да? Не важна победа, важно участие. Вот еще одно из значений восьмерок — это фокусировка на самом процессе, а не на результате. То есть у нас с вами человек не столько старается там заработать себе больше денег. Ему нравится чеканить. Он вошел в этот процесс, и деньги у него получаются как бы сами собой. То есть вы вроде бы просто занимаетесь любимым делом, смотрите, в конце дня у вас, опа, там стопочка денег начеканенных, да, то есть человек делает деньги, просто занимаясь своим правильным процессом, своим правильным действием, не думая о результате, а сосредотачиваясь, фокусируясь на процессе. И еще раз напомню, что очень важно своевременная смена ритма, умеренность. Иначе, если вы будете слишком а, много брать на себя, вы будете перерабатывать, выгорать, заработок будет не соответствовать вложенным усилиям. И, соответственно, если как бы вы будете слишком мало работать, вы будете понимать, что денег вообще нет, да, тоже будете чувствовать отсутствие заработка из-за того, что не нашли правильный ритм.
Неважно, что это за дело, даже если это отношения с другим человеком, отношения должны развиваться с какой-то периодичностью, да, то есть встречаться с любимым человеком нужно столько, сколько и вам, и ему интересно, да, то есть если ему хватает там раз в месяц с вами видеться, а вы хотите его видеть каждый день, то как бы восьмерка будет проблематичной. Вы ему все пишете смски, вам нравится писать ему смски, да, там, либо в мессенджере, смайлики, котиков слать, там что-нибудь такое, да, а ему нужно там пару раз в день выйти на связь, увидеть, там, принять, что там ему написали. У вас разные ритмы, и соответственным образом вы перестаете получать удовольствие, если понимаете, что нужно подбирать другой ритм. То есть восьмерки часто указывают на проблемы именно при отсутствии удовольствия, да. То есть если есть какой-то сложный момент, карта об этом покажет. То есть карта в общем и целом говорит об опасности зависимости. Да, если вам слишком нравится процесс, там, не знаю, речь может идти о каком-то интиме, допустим, да, где, опять же, очень важен ритм, если вы помните, ну, то есть физический ритм каких-то действий, да. Это какие-то встречи, либо напрямую какой-то процесс. Вот очень важно не зацикливаться на том, что вам кажется правильным, а находить вот ту нужную золотую середину. Напомню, что восьмой зодиакальный дом, у нас там лежат карты смерти и умеренность. То есть от чего-то нужно уметь отказываться, да, то есть от излишней чистоты нужно отказываться, чтобы находить золотую середину по умеренности. Вот ни много ни мало, ровно столько, сколько нужно. И смски нужно слать ровно столько, сколько нужно, чтобы не было перебора. Да, и позволять нужно ровно столько, сколько нужно, чтобы не было слишком жирно, скажем так. Вот такие дела. Анжела пишет, поймав ритм, соразмерив удары и движения руками, это уже профессионализм. Да, абсолютно. Это одно из таких, из побочных значений карты. Ну, если вы понимаете, улавливаете смысл, да, то какие-то побочные, второстепенные значения у вас уже как-то сами нарабатываются. Вот как у Анжелы, собственно. Сразу чувствуется школа Таро, да? Чья школа? Вот. То-то и оно. Так. Мгм. Окей. Собственно, можем продолжать, да? Продолжим дальше на восьмерках жезлов. Так, кто у нас там в чатике? Все есть. Так, хорошо. Так, напомню, необходимость подписываться на этот канал. Если вы еще почему-то вдруг не подписаны, смотрите без подписки, это как-то нелогично, да? Потому как у нас в плейлистах много всякого интересного. Вот, собственно, как один из вариантов плейлиста, это значение 7 главных основных значений младших арканов. Восьмерка жезлов. По восьмерке жезлов в чем у нас сюжет? Многие говорят, вот тут палки летят. Палки, жезлы, стрелы рисуют временами, копья, да, то есть чаще всего все говорят, быстро, надо быстро действовать, да. Но быстрота быстроте рознь. У нас с вами, если вы помните, восьмой зодиакальный дом, и в принципе весь смысл восьмерок сводится к тому, что быстрота должна соответствовать необходимой скорости, да, то есть надо действовать действительно быстро, но ровно столько, сколько нужно. Это могут быть брошенные жезлы, да, брошенные копья, которые выпускаются, там, либо стрелы, ровно в тот момент, в который нужно. Если слишком рано бросите, да, противник будет еще слишком далеко, пока он к вам приближается. Слишком поздно бросите, он будет уже ближе, вы через него перебросите, он вас достанет раньше, да, то есть это нужно делать вовремя. То есть нужно, если вы какой-то ритм поймали, чувствовать ситуацию, особенно изменение ситуации. Если ситуация изменилась, да, знаете, как подъезжая к повороту, вы начинаете сбавлять скорость. Почему? Потому что понимаете, что на слишком большой скорости в поворот входить сложно. Ситуация меняется, вы меняетесь следом за ситуацией, вы меняете ритм. Смена ритма ярко чувствуется в восьмерке, если мы внимательно посмотрим на то, как изображены эти жезлы. На самом деле все очень просто, предельно просто.
Вот у нас сверху мы видим раз, два, три, 4 жезла, а потом видим 2 жезла по 2. То есть у нас идет ритм так. Раз, два, три, 4. Раз, два, раз, два. Ну, если снизу вверх, сверху вниз. Если снизу вверх, то раз, два, раз, два, три, 4. Вот это и есть ощущение своевременности по жезлам. Реагировать нужно вовремя. Ситуация меняется. Вы должны изменить свой темп следом за ситуацией. Смысл восьмерки жезлов — изменение темпа. И если включать это в какие-то конкретные значения, да, это внезапность очень часто, изменение ситуации, под которую нужно подстраиваться. Причем ситуация социальная чаще всего, потому как жезлы у нас — это стихия огня, стихия желания, а желание — это то обычно, что у нас следует по отношению к нам со стороны социума, либо мы чего-то хотим от других людей, от социума. Да? Огонь и есть эти самые жезлы, эти самые желания, необходимость что-то делать, как-то менять ситуацию. В данном случае темп ситуации надо менять. То есть, да, нам нужно что-то делать, нам нужно куда-то двигаться, возможно, нам нужна поездка, либо наоборот вернуться куда-то. Да? То есть по восьмерке жезлов одно из основных значений — это необходимость двигаться сообразно ситуации. Не просто как-то двигаться, а так, как этого от вас требует ситуация. Часто жезлы говорят о общественном мнении, сама стихия огня. Ну и восьмерка, так как это необходимость подстраиваться под изменение ситуации, то это у нас очень часто, как пункт номер 3, изменение общественного мнения. То есть люди взяли, и передумали, да, и политик уже должен как бы подстраиваться под изменение желаний своих избирателей. Ситуация поменялась, да, на фронте что-то там несколько городов захватили, нужно реагировать. Нужно реагировать, где-то подтягивать там какие-то войска свои уже, да, то есть что-то меняется, что-то происходит, и мы соответственным образом тоже начинаем реагировать определенным образом. Вот такие дела. То есть, что нам нужно делать по этой карте? Эта карта нам намекает, что нам было бы неплохо настроить свой рабочий график, настроить график либо работы, либо каких-то действий, которые мы с вами производим. В принципе, неважно, что это. Выход на работу, общение с какими-то людьми, опять же, частота встреч со своим избранником, либо еще что-нибудь. Нужно выстроить определенного рода график и отслеживать изменения внешней ситуации, смену ритма с тем, чтобы подстраиваться под смену этого самого ритма. Самый яркий пример — это джетлаг. Что такое джетлаг? Это когда вы садитесь в самолет и перелетаете несколько часовых поясов. Организм у вас, физическое тело, как пентакли, да, он все еще вовлечен в свой собственный циркадный ритм, да, то есть ему там в 10 вечера уже ему хочется спать, а вы в другом часовом поясе, и соответственным образом у нас получается, что в другом часовом поясе всего лишь там 6 часов вечера, а вам уже спать хочется, да? То есть нужно подстраиваться, и это очень неудобно, это дискомфортно, потому что ситуация быстро поменялась, а организм быстро поменяться не может. Вот восьмерка жезлов говорит о том, что быстро поменялась ситуация, динамично. Огонь, жезлы — это самая динамичная стихия. То есть, что требует от нас эта карта, как совет? Советует она своевременно что-то делать. Производить какое-то актуальное действие. Именно то, которое нужно в данный момент. То есть ложатся все спать в 10, и вы ложитесь спать в 10. Несмотря на то, что у вас там джетлаг. Да? Нужно подстраиваться под ситуацию, которая изменилась для вас. Одно из негативных значений восьмерки это смена желаний. Ну как негативных? Да, если вам хочется, чтобы у вас активно, быстро менялись желания, да, это может быть и внутренняя какая-то изменчивость, да, влюбчивость, да, появился на горизонте какой-то там приятный молодой газонокосильщик, да, у вас тут же изменилось желание там с какого-то предмета вашего постоянного обожания на какого-то нового, да, вот та самая влюбчивая ворона. Что-то произошло, опа, она уже перестроилась на какой-то другой момент. То есть карта не только подсказывает, что вам нужно делать, но и предупреждает о том, что вам придется делать, хочется, не хочется, да.
ситуация поменялась, надо реагировать. То есть ваши желания меняются, вы должны отслеживать эти самые желания и действовать аккуратно, осторожно, уравновешивая свою восьмерку жезлов, свою стихию огня другой стихией. Да? В этом, как ни странно, помогают три другие стихии. Да? Они как бы компенсируют негатив каждой карты. Еще одно из частых значений — это изменение ваших жизненных целей либо приоритетов. Но чаще всего карта говорит о каких-то текущих моментах, поэтому цели и приоритеты не столько там, глобально жизненные, сколько ну, вот, актуальные. Да? Огонь меняется быстрее всего, поэтому по нему чаще всего идут какие-то актуальные моменты, которые нужно отслеживать и, соответственно, цели свои пересматривать. Вот. Особенно это актуально для политиков. Вот такие дела, такие пироги. Татьяна Собянина пишет: 8 жезлов — это и получение новостей. Это новости скорее об изменяющейся ситуации. Если новость будет такая, что ничего не поменялось, все скучно, то это не восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов, если и новость, то какая-то, ты знаешь, там такое произошло, нужно срочно что-то менять. Если это и новости, то новости, которые требуют от вас решительных действий по изменению своих взглядов, своих желаний. Да? Не обязательно новости, информация, да, которая заставляет вас там, хотеть что-то по-своему. Так. Надежда пишет: я по восьмерке жезлов быстро работу сменила. Ну вот пришлось, да, и сменили работу. Да. Ситуация, видно, потребовала. Алла спрашивает: добрый вечер, как стать спонсором? Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться. Там два варианта. Первый, если у вас iPhone, то в принципе будут сложности, потому как Apple не очень дружит с YouTube, потому что YouTube это Google, да, а у них там война корпораций. Ну и соответственным образом. Вот, поэтому логинитесь в свой YouTube аккаунт где-нибудь на Android или на Windows, да, там становитесь спонсором, там есть кнопочка под каждым видео, есть кнопка «Стать спонсором». Все очень просто. Вот. И потом на своем айфоне можете смотреть. Либо вы находитесь там где-нибудь в России, либо на подсанкционных территориях. Там тоже сейчас спонсорство YouTube не работает, поэтому есть вариант на Бусти. Ссылка есть в описании к этому видео. В описании к каждому видео есть Бусти. На Бусти я специально для тех, у кого не работает YouTube, либо там спонсорство, либо вообще YouTube не работает, я дублирую свои видео на Бусти. Там тоже можно стать спонсором. Благодарю, кстати, за это благородное, несомненно, желание. Так. Юлия Радивилов пишет: каждый раз, когда путешествую и успеваю на стыковке и пересадке, прям слышу вас с объяснением восьмерки жезлов на занятиях. Да, нужно вовремя успеть. У вас там в Штатах между аэропортами там прям скакать нужно успевать. Наталья спрашивает: то есть в этой карте совсем нет смысла, зависшая в воздухе ситуация, все зависло, не решается? С чего бы? У нас тут явно жезлы в движении. Вы видели, что в воздухе что-нибудь висело? Если в воздухе висит, это чаще всего какие-то весы, либо что-то завязанное и подвязанное, да, что-то такое вот связанное, что-то зажатое. Тут, наоборот, динамика движения, более того, смена ритма этого самого движения. Вот тут вот то значение, которое вы упомянули, да, это, скорее всего, чья-то отсебятина. Алла пишет: спасибо за ответ. У меня iPhone в России, да, то есть у вас там прямо full house, да, и то, и то. На Бусти, да, на Бусти можно будет стать спонсором. Давайте двигаться дальше. У нас с вами восьмерка мечей, одна из неоднозначных, но очень красивых карт. Красивых в том плане, что интересный сюжет и очень простой, если вы увидите его. Да, то есть он-то перед глазами, его все видят, но не все понимают. Тут очень просто. Связанный человек, связанная девушка, женщина, хотя пол, я думаю, в этом случае не так важен, идет по скользкой поверхности. Это скользкая, глиняная, там, как
какой-то морской берег, может быть, после отлива, либо что-то в этом роде, да, либо какая-то болотистая местность, по которой, в принципе, бежать без опасности нельзя, да, опасно двигаться быстро. Именно поэтому она чувствует себя скованной, связанной, да. Вокруг опасности, сложности, острые мечи окружают ее, и один меч находится перед ней. О чем идет тут речь? Человек не может двигаться быстро в скользкой ситуации, иначе она подскользнется, она не видит, куда бежать, поэтому идти нужно двигаться аккуратно, на ощупь, тем более, что, скажем так, ее средства по получению информации ограничены. Неважно, сама она добровольно в этой ситуации оказалась или нет, но скорее это внешние обстоятельства, потому как мечи у нас чаще всего и показывают вмешательство в нашу жизнь и необходимость что-то делать, потому что приходится что-то делать. О желаниях тут речь не идет. О желаниях речь идет чаще всего в жезлах, да? О прагматике речь идет в пентаклях, об эмоциях речь идет в кубках, а тут у нас мысли о том, как что-то сделать. Да? То есть какие-то определенные действия, определенным образом осознанные. Собственно, девушка у нас находится в сложном положении, быстро двигаться не может, да и не должна, наоборот, должна действовать аккуратно, осторожно. То есть, одно из основных значений этой карты — это ограниченность, давление извне, какие-то вихри враждебные веют над нами, темные силы назлобно гнетут. И действовать нужно аккуратно, осторожно, действовать со страхом, ну как, не то чтобы со страхом, с осторожностью. Ну и в принципе, как негативное значение этой карты, чаще всего ей приписывают действительно негативное значение, потому как она об этом как бы и говорит, на это намекает, что аккуратнее, осторожнее, иначе, опасности, они подстерегают. Да? И ты сам себя ограничиваешь в действиях, ты чувствуешь давление извне по этой карте, ты боишься действовать, ты чувствуешь себя неуверенно. Все эти значения, в принципе, вписываются в негатив этой карты. Какой же совет может у нас идти по восьмерке мечей? Нам необходимо делать что-то конкретное. Из множества, то есть из 8 мечей, да, много у нас уже было в семерках. Мы поняли уже в семерках, что там нужно выбрать правильно, да. Вот тут в восьмерках вам не то, чтобы выбрать правильно, вам уже нужно делать что-то конкретное. То есть проблема острая стоит перед нами. Отвертеться уже нельзя. Мы уже скованы внешними обстоятельствами. Меч перед нами, нам нужно с ним как-то разбираться. То есть нужно делать что-то конкретное, определенное. Если вы не очень понимаете, а что именно там нужно делать, задают вопросы наши клиенты, глядя на эту карту. Мы им говорим. Но вот то, что нужно делать прямо сейчас, то, что важнее всего в текущей ситуации, не надо спешить, не надо торопиться. Все равно, если вы будете торопиться, вы подскользнетесь, упадете на этой глинистой скользкой земле. Поэтому выстраиваем приоритеты, решаем, что для нас самое важное, самое главное, какая главная решающая проблема. Если помните вот эту историю с веником, да, и тремя братьями, там, отец принес веник и сказал, ломайте веник. Там два старших брата ломали этот веник, ничего у них не вышло. Младший там дернул за веревочку и по прутику раз. По очереди, поочередно, да, он выстроил приоритеты, понял, что нужно сделать именно сейчас, дернуть за веревочку. И соответственным образом все это намекает нам на стратегическое мышление, на планирование своих действий. То есть мы не просто должны что-то делать, да, ай-яй-яй, быстрее, делаем, ситуация меняется, шеф все пропало, клиент уезжает, гипс снимают, да. Нет, тут нужно спокойно, неспешно, один меч, второй, третий, четвертый. Делайте то, что можете сейчас, потому что другое делать вы не можете. Вы ограничены в действиях. Что нужно? Стратегически настроить свое мышление, спланировать свои действия и холодно, спокойно, без лишних эмоций. Мечи всегда говорят о том, что эмоции вам будут мешать. Отсекайте их, убирайте. Скальпелем нужно делать аккуратно, без лишних эмоций что-то. То есть позитивное значение карты, а позитивное тут тоже есть, как ни странно, это своевременность, это умеренность, это осторожность в действиях. То есть карта нам как бы говорит, постой, паровоз, не спешите колеса.
Аккуратненько, осторожненько, по чуть-чуть. Так мы с вами принимаем реальность такой, какая она есть. Не надо там что-то себе придумывать, выдумывать, там какие-то вавилоны строить себе в голове, да, перефразируя известный фильм. Мы принимаем реальность такой, какая она есть. Мы понимаем, что да, ничего не попишешь, ничего не поделаешь, есть то, что есть. Ну ладно, давайте тогда делать то, что мы можем делать, раз не можем делать ничего другого. То есть основной смысл карты — делай то, что можешь. А что не можешь делать, оставь на потом. Вот и все. Помните, как у этой самой Скарлетт О'Хара, да? Я подумаю об этом завтра. Ну, правильно, что сегодня думать-то об этом? Все равно у тебя как бы возможности нет к осуществлению своих желаний. Юлия пишет, резать, не дожидаясь перитонита. Ну, как бы, если надо резать, то надо резать уже, да? Что тут, как говорится, там что-то там мять, что-то там говорят, всякое такое. В общем, нужно делать. Наталья спрашивает, товарищи, а что это мы лайки не ставим? 125 зрителей, 8 лайков. Обновить страничку, Наталья, я думаю, что вы увидите больше лайков. Скорее всего. Я сейчас в данный момент количество лайков не вижу, поэтому, как бы, ну, я думаю, их там больше 8. Моника пишет, добрый вечер, всем пардон за опоздание, такой информации, как у пана Романа, вы не найдете нигде, лайкайте, друзья, пан Роман, вы гений. Спасибо, я абсолютно не против, хотя формулировка несколько слишком излишняя, да, гением я себя не считаю, просто достаточно неплохо разбираюсь в символике Таро. Так, за спиной героини замок, а это безопасность. Почему героиня направляется в противоположную сторону? Потому что она не может двигаться в безопасную сторону. Она идет туда, куда может. Туда, где меньше проблем, она и движется. Что может делать, то и делает. Да, сзади мечи, а впереди там дорога и только один меч. С его помощью как бы может она и справиться с этой самой ситуацией. Вот так вот. Спасибо за вопрос. Вопросы, кстати, очень помогают какие-то детали прояснять. Так, и восьмерочка кубков у нас, да, одна из самых таких негативных карт, как всегда говорят, ай-яй-яй, все плохо, тлен, мрак и безысходность, все, там, уходим, все. Вот, нечего тут больше ловить, да, здесь и рыбы нет. Да, рыбы здесь на самом деле нет, здесь в самом деле нечего ловить. Почему? Потому что отлив обнажил морское дно. Видите, тут так нарисовано определенным образом, да, вот как бы обрыв такой небольшой, темные камни, то есть мокрая, да, вода после отлива ушла, и ситуация для нас прояснилась, нам что-то стало понятно. Почему я говорю об отливе? Потому что Луна у нас намекает на то, что это как раз, скажем так, зависимость от Луны. Да? Именно она действует на эмоции. Эмоции, возможно, слишком повлияли на сознание. То есть не дай своим эмоциям себя обмануть, иначе будет там кто-то трактует это как затмение, да, кто-то трактует это как полную луну. Я считаю, что это все-таки полная луна, потому как у нас она тут так нарисована. Ну, считалось раньше, что полная луна управляет эмоциями человека, в самом деле так оно и есть. Это эмоциональная карта. В раскладах чаще всего речь идет о чем? Речь идет о том, что человек разочарован, отстранен, сказал, ну его нафиг, не очень-то и хотелось, и уходит из той ситуации, где ему не очень-то и хотелось. Да? Разочаровываются в том, что он не получает. Почему? Действительно, так оно и есть. Когда вода отошла, скажем так, ушла, что-то так не очень звучит, вода, это правильно будет по-русски, или как так не очень звучит, да, мне так кажется. Вода ушла, опустилась, то есть эмоции как-то устоялись, стало полегче, мы подумали, увидели, что на самом деле есть, и поняли, что нас это не устраивает. Восьмерка кубков тут нарисована таким образом,
что у нас есть пустое место в ряду этих кубков, и нам кажется, что тут еще что-то должно быть. Нет, тут никогда ничего и не было. Карта называется 8 кубков. На рисунке мы с вами лицезреем 8 кубков. То есть это полный комплект. Если вам казалось или кажется, что тут что-то еще быть должно, то вам, скорее всего, не кажется. Так оно и есть. Тут нет той эмоции, которая вам нужна. Ситуация вам не нравится, ситуация вам не нужна. Вы можете, ну, как бы вы имеете полное право быть разочарованным этой ситуацией. Она не дает вам нужную эмоцию. Отношения не дают вам там радости. Работа не приносит вам либо денег, либо удовольствия, либо энергии, да, либо еще чего-то, ну, то есть желание делать что-то дальше. То есть не хватает чего-то главного, и вы понимаете, что его тут никогда и не было. На этой фирме никогда не платили столько денег, сколько вам хотелось бы, да. С этим человеком у вас как бы и никогда и не получится ничего хорошего, потому что там размер, допустим, не совпадает, да, ну, не получите вы нужного, да, или вот, может, он детей не хочет, да, нет этого желания у него, ну, значит, он не принесет вам ту радость, которую вы в нем искали. Ее тут никогда и не было, этой радости. Просто вы надеялись, а ее нет. Поэтому что это нам дает? Отстраненность и уход из этой ситуации. Причем уход такой безэмоциональный. Эмоции ушли, мы увидели, как нас на самом деле все есть. Вот. И что? И если тут нет того, о чем мы мечтали, то прагматично будет собрать вещи и уйти. Ну, то есть, несмотря на то, что у вас там с человеком романтика, бла-бла-бла-бла-бла, но он такой говорит: фу, я ненавижу детей вообще, эти маленькие паразиты, вообще зачем они нужны, что это такое, да, как бы. И вы понимаете, что вы разочаровываетесь в этом человеке, и делать вам с ним нечего, потому как вы рассчитывали там замуж, детей, там вот это вот все, внуков, там правнуков, и вообще продолжать род аж до самого полета на Марс или еще что-нибудь такое. И с вами происходит что по этой карте? Обычно, как правило, эта карта показывает болезненность эмоционального взросления. И вы понимаете, что да, там разбиты розовые очки. Упали они и раскололись, и все. Ну, как есть, так есть. Я не знаю, во времена Уэйта были ли розовые очки. Сразу вспоминаются Дракулу Брэма Стокера, да, и фильм Оливера Стоуна Дракула, да, там у этого самого, у Дракулы были такие вот, такие розовые очки, такие, ну, даже красные скорее. Ну, вот, может быть, и были в то время такие очки, но, по крайней мере, если бы Уэйд тут изобразил разбитые розовые очки, это было бы круто. Ну, по одному из значений этой карты. Вот то самое эмоциональное взросление. Принятие ситуации такой, какая она есть. Понимание того, что жизненные приоритеты надо перестраивать. Если вас это устраивает, вы перестраиваете. Если не устраивает, ну, извини, прости, прощай, разошлись, как в море кораблей. Вещи собрали, да, и, собственно, до свидания. Извини, нам не по пути. То есть мы должны принять для себя по этой карте реальные эмоции. Потому как вот все эти волнения ушли, вода схлынула, да, и мы теперь видим то, что у нас есть в глубине души, на самом морском дне. Действительно видим то, что мы чувствуем на самом деле. Если мужчина вам говорит: а ты знаешь, мне всегда с тобой было интересно только физическое общение, а вот как-то там в душу я и не лез, да и не надо было. И вы понимаете, что елки-палки, так, как это, а он так пел красиво, да? А ты не летчик, а я была так рада, да, любить героя из летного отряда. А ты не летчик, вот и все. Ну, что там делать? Значит, нужно двигаться дальше к своим мечтам и идеалам. Если у вас в мечтах и в идеалах действительно летчик, да, вот, ворошиловский стрелок или еще там какой-нибудь стахановец, то надо двигаться туда, где вам выдают этих самых стахановцев. Или там, я не знаю, ну, к мечтам каким-то своим. К работе мечт, да, какой-нибудь легкой, денежной и прекрасной творческой работе. Если здесь вам,
ну, нет такого здесь, да, значит, нужно двигаться дальше, не теряя надежд, собираться в дорогу и, собственно, вперед и с песней к своим идеалам. Потому как именно это способствует развитию, скажем так, личности человеческой. Лайма спрашивает, может ли также показать депрессию? Ну, скажем так, я бы сказал, что карта показывает необходимость уходить от той ситуации, где у вас эта самая депрессия. То есть тут намек на то, что если вы сидите и ждете у моря погоды, а депрессия это как раз а, вот сидишь, ничего не делаешь. Тут человек уходит из той ситуации, которая не дает ему радости жизни, не дает ему ту нужную эмоцию. Вот среди этих 8 кубков нет той, которая нет той эмоции, нет той радости, которая, о которой вы так, ну, ждете, мечтаете, жаждете. Смысл своевременности по 8 кубков — это своевременный уход из неустраивающей вас ситуации. Вот смысл этой карты. Это неплохо и не хорошо, просто, ну, если тебя здесь не рады видеть, ну, нужно сказать, окей, все, пока, я пошел. Если здесь рыбы нет, надо сматывать удочки. Чего ждать у моря погоды? Вот такие дела, такие пироги. Екатерина пишет, я когда переслушиваю ваши лекции, по нескольку комментариев оставляю, за это мне YouTube открывает записи 21 года. Очень интересно. Вы знаете, если вы пройдете на... вот все-таки женщины, как они подстраиваются под ситуацию интересными и необычными способами. Это, кстати, хороший способ. Но гораздо более интересный способ — это, во-первых, подписаться на канал. Лайки и комментарии — это само собой. Спасибо за совет комментировать. Это в самом деле вам добавляет на главную страницу просмотр с моего канала. Но если вы прям зайдете на мой канал, то есть просто на аватарке моей, да, нажмете на название канала, вас перекинет на главную страницу моего канала. А там есть плейлисты, там есть трансляции, и вас ждет много интереснейших открытий. Потому как видео у меня на канале достаточно много. И, конечно, интереснее в нем копаться самостоятельно, а не смотреть только то, что YouTube вам предлагает. Так. Полная луна в астрологии — это всегда завершение определенного цикла. Ну да, да, своевременно, да. Уходя, уходи. Цикл закончен, да, ну все. Пора в путь дорогу. В дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Ирина Конева пишет: добрый вечер, пропустил начало, но рада, что попала на эфир. Не волнуйтесь, запись будет для всех в доступе. Елена спрашивает, а 8 мечей на чувство что может значить? 8 мечей на чувство может значить, что вы, скажем так, имеете то, что имеете. Вы должны хладнокровно, рассудительно, скажем так, чуть-чуть замедлить свой ритм, двигаться аккуратно, осторожно, в попытке разобраться в собственных чувствах, в собственных эмоциях. Все мечи говорят о необходимости скорее думать, нежели испытывать эмоции. Это скорее разговор, который нужно провести со своим избранником, уже как бы, ну, приходится, да. Вы понимаете, что как бы ходить вокруг да около смысла нет. Действовать напролом по этой карте нельзя. По этой карте нужно действовать осторожно, говорить то, что нужно говорить именно сейчас, но говорить нужно. Общаться нужно. Информация должна быть воспринята и передана. Но аккуратно, осторожно, так, как будто вы ходите по хрупкому льду. Так, как будто вы идете по свежепомытому, чтобы не подскользнуться. Понимаете? Мария спрашивает, а почему человек уходит куда-то в горы? Это вопрос к 8 кубков, да? А почему человек уходит куда-то в горы, спрашивает Мария. Это же трудности, а не к лучшей стороне. В том-то и дело, что Артур Эдвард Уэйт и Памела Колман Смит, они вообще оба были никем иным, как, кстати говоря, масонами, да? А это такая тема интересная, что масоны вообще, да и вообще умные люди считают, что идти туда, где легче всего, это путь слабых.
преодолевать трудности, закаляет характер и дает вам более полезный результат, более, скажем так, значимый итог, нежели тот, который вы можете просто получить. Ну, то есть можно, конечно, ничего не делать и ждать вот у моря погоды в надежде на что-то лучшее. А можно, ну, то есть, если у вас есть какой-то партнер, который вас, в принципе, ну, не очень устраивает, но он как бы есть. И это как бы легче вроде бы. Труднее, сложнее идти в гору, развиваться, двигаться вверх, искать кого-то нового, да, там как-то, ну, либо там заняться собой, чтобы на вас больше обращали внимание, и именно правильные мужчины, да. Вот, это всегда сложнее. Двигаться вперед всегда сложнее. Проще по эмоциям сесть и ныть, и говорить: "Ой, он меня не так любит". Но если вы понимаете, что он вас не так любит, то чё сидеть и ждать? Конечно, нужно преодолевать сложности, но в этом и смысл, что чем сложнее вы двигаетесь, тем слаще будет потом результат. Вот такие дела. Такие дела, такие пироги. Собственно, у нас с вами по этим самым восьмеркам. И еще раз напомню, да, у нас с вами по пятницам у нас проходят эфиры, прямые эфиры, теплые ламповые эфиры, где мы с вами общаемся. Я отвечаю на любые ваши вопросы касаемо карт Таро. И по средам или еще по каким дням у нас вот выходят такие небольшие рабочие эфиры, которые я записываю и потом выкладываю в плейлисты. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Еще раз ответьте, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне продолжать эту тему, либо, может быть, у вас есть какая-то более интересная тема на примете.